Общие расходы дополнительные расходы на антитеррористические операции на Северном Кавказе составят примерно 3 миллиарда рублей. Они направлены из дополнительных доходов. А мы не стремимся к окружению, мы стремимся к уничтожению террористов и преданию их суду. А вот какие методы достижения этих целей мы используем, это другой вопрос. Значит, вот окружение, либо атаки, либо выдавливание, это уже решает военное руководство на месте. Разумеется, мы знаем о том, что там происходит, разумеется, мы держим это под контролем, но говорить о том, как, в какой день, что произойдет, я думаю, что здесь было нецелесообразно. Оценка заключалась в том, что на Северном Кавказе ситуация с беженцами не поддается такой формулировке, за которую очень многие хотели бы зацепиться. Там нет гуманитарной катастрофы. Проблема есть. Правительство Российской Федерации решает эту проблему и полно решимости действовать дальше в таком же направлении. Это наши граждане, они рассчитывают на нашу помощь, и они ее получат. Убежден, единство страны – это главное условие победы над террором. И без такого единства достичь этой цели невозможно. Данный порядок образования исполнительной власти базируется на общих положениях Конституции и предложен в проектах, представленных целым рядом руководителей субъектов Российской Федерации. Одним из таких механизмов, обеспечивающих реальный диалог и взаимодействие общества и власти в борьбе с террором, должны стать общенациональные партии. И в интересах укрепления политической системы страны считаю необходимым введение пропорциональной системы выборов в Государственную Думу. В ближайшее время вынесу на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Хотел бы также подчеркнуть, если мы рассчитываем на помощь обществу в борьбе с террористами, то люди должны быть уверены, что их мнение будет услышано. В этой связи считаю продуманной идею образования общественной палаты как площадки для широкого диалога, где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы. И что не менее важно, такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых государственных решений, и прежде всего законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые имеют общенациональное значение. Фактически речь идет о гражданском контроле за работой госаппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы. Уважаемые коллеги, в своем обращении к народу 4 сентября я говорил также о необходимости укрепления безопасности на Северном Кавказе. Борьба с террором требует кардинального обновления всей нашей политики в этом регионе. И один из ключевых, острейших вопросов – это слабость государственного управления. Вы знаете, социально-экономическая картина в Северо-Кавказском регионе по-прежнему плачевная. Северный Кавказ – это важнейший стратегический регион России. И сейчас он одновременно является и жертвой кровавого террора, и плацдармом для его воспроизводства. Именно здесь идеологи международного терроризма действуют особенно активно. Причем они откровенно и нагло используют в своих преступлениях и в своих преступных планах наши с вами недоработки в социально-экономической политике. Борясь с проявлениями террора, мы практически не достигли видимых результатов. Не достигли видимых результатов прежде всего в ликвидации его источников. Полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе будет назначен сегодня руководитель аппарата правительства России Дмитрий Николаевич Козак. Считаю также необходимым внести изменения в структуру правительства и воссоздать министерство, ответственное за вопросы региональной и национальной политики. На эту должность по согласованию с председателем правительства будет назначен Владимир Анатольевич Яковлев. Нам в целом нужна антикризисная система управления, рассчитанная на условия ведущейся против России террористической войны. И нам в России необходима такая же организационная работа и такая же организация работы национальной системы безопасности, которая способна не только пресекать теракты и преодолевать их последствия,
но и работать на предотвращение вылазок террористов, организуемых ими диверсий и техногенных катастроф. Должна работать на опережение и уничтожать преступников, что называется, в их собственном логове. А если требует обстановка, доставать их и из-за рубежа. Необходимо оперативно выявлять террористические организации, группы, самих террористов, лишать их каналов материальной подпитки, создавать политический и финансовый вакуум вокруг их эмиссаров и лоббистов. Считаю также, что экстремистские организации, прикрывающиеся религиозной, националистической и любой другой фразеологией и, по сути, являющиеся рассадником террора, должны быть запрещены, а их лидеры и активные участники преследоваться в соответствии с законом.